Каждую ночь перед тем, как погрузиться в сон, повторяйте 2 простых слова, и ваши мечты начнут сбываться прямо на глазах. Если вы поставили перед собой цель, но не знаете, как к ней подступиться, техника Джозефа Мерфи, заключенная в этих 2 словах, станет вашим надежным путеводителем. Конечно, можно трудиться, не покладая рук, посвящая работе все 24 часа в сутки. Но без правильного духовного настроя воплотить мечты в реальность бывает очень непросто. Наблюдая за жизнью, мы видим, как одним людям изобилие дается легко и непринужденно, в то время как другие, несмотря на все усилия, постоянно сталкиваются с трудностями. Джозеф Мерфи – ирландский писатель, прославившийся своими книгами о безграничной силе человеческого разума, предлагает удивительно эффективную технику. Она помогает преодолеть страх неудачи и сделать шаг навстречу мечте. Главная идея Мерфи заключается в том, что каждый из нас обладает неисчерпаемым источником энергии. Используя силу воображения и позитивного мышления, мы способны воплотить в жизнь самые смелые желания. Сегодня речь пойдет о 2 простых словах, не 3, не 4, а именно 2, которые нужно повторять перед сном. Почему именно перед сном? Давайте разберемся, в чем секрет эффективности и силы этой техники. Но перед тем, как раскрыть все детали этого метода, я попрошу вас написать в комментарии: «Я с благодарностью принимаю дары изобильной Вселенной в свою жизнь». Таким образом, вы настраиваете свои вибрации на позитивные волны. Также поставьте лайк и поделитесь ссылкой на это видео с друзьями. Пусть как можно больше людей узнает об этом способе. Мерфи верил, что все мы созданы Вселенной равными. Творец с самого начала наделил нас всем необходимым для реализации наших мечтаний. Более того, нам дана способность визуализировать. Мы не беспомощны, хотя нас и пытались убедить в обратном. Никто не рождается с печатью бедности или неудач на лбу. Нас к этому приучают. Единственное, что мы можем делать свободно и независимо, это думать. И если мы возьмем на себя ответственность за изменение своих мыслей, мы изменим и свою реальность, создав жизнь, о которой мечтаем. Человеку изначально не свойственно болеть или чувствовать себя плохо. Многие списывают это на генетику, считая, что с этим ничего нельзя поделать. Но Мерфи утверждает, болезнь не может ужиться в теле, наполненном здоровьем, на уровне эмоций. Наше тело ежесекундно обновляется, отбрасывая миллионы старых клеток и создавая новые. Наука доказала, что организм полностью обновляется за несколько лет. Как же тогда получается, что болезни остаются с нами годами? Болезнь цепляется за негативные мысли, за наше внимание к ней, за постоянные наблюдения за ее симптомами. Метафизика и квантовая физика уже много лет изучают эту взаимосвязь. И даже наука начинает постепенно признавать этот феномен. Нас программируют на трудности и неудачи. Но если мы сможем изменить эту программу, перепрограммировать свое подсознание, перед нами откроются невероятные возможности. Гармоничные отношения, финансовое изобилие, процветание, безграничное счастье – все это станет доступно. Все начинается с готовности изменить свои мысли и перепрограммировать свое сознание. Вам не нужно никому ничего доказывать, кроме как своему собственному разуму, а главное – его подсознательной части. Например, если вы дадите своему подсознанию команду разбудить вас в 5 утра, оно вас разбудит. Задумывались ли вы когда-нибудь о природе сна? Мы проводим во сне около 8 часов в сутки, то есть почти треть своей жизни. Недостаток сна чреват раздражительностью, плохим настроением и даже депрессией. Несомненно, во время сна мы восстанавливаемся духовно, чтобы просыпаться бодрыми и жизнерадостными. Полноценный сон – залог счастливой и гармоничной жизни. Во время сна в нашем теле вырабатываются целительные токи, которые обновляют и освежают организм. На самом деле, сознание никогда не спит. Просто во время сна подсознание становится максимально восприимчивым. Именно поэтому нам часто снятся наши последние мысли или разговоры перед сном. В нашем суетливом мире мы постоянно находимся в круговороте дел. Работа, домашние обязанности, бесконечная спешка – все это поглощает нас, не оставляя времени и сил
на реализацию истинных стремлений. Поэтому Мерфи и предлагает практиковать свою технику перед сном, давая подсознанию время для работы. Используя ее, вы сможете оставить свою прежнюю жизнь позади и шагнуть навстречу более насыщенной и успешной реальности. Попробуйте сделать эту технику частью своего ежедневного ритуала, и вы поймете, почему она станет для вас незаменимой. Мерфи часто говорил: «Дело не только в том, что вы думаете, но и в том, что вы чувствуете». Не ограничивайтесь просто словами, научитесь воспроизводить свои мечты в голове, как фильм в кинотеатре. Чтобы ваши молитвы были услышаны, а желания исполнились, ведите себя так, будто вы уже получили желаемое. Будьте счастливы, отпустите обиды, излучайте радость и благодарность. Почувствуйте, каково это — иметь то, о чем вы мечтаете. Возьмите блокнот и составьте список желаний. Запишите все, что приходит в голову, в порядке важности. Не бойтесь мечтать по-крупному, для желаний нет границ. Когда список будет готов, перечитайте его, стараясь визуализировать каждое слово. Например, если вы написали, что хотите большой дом, представьте себя гуляющим по саду этого дома. Почувствуйте, как вы оцениваете проделанную работу, любуясь ухоженными клумбами и цветущими деревьями. Это всего лишь пример. Вы можете попробовать визуализировать все, что угодно. Машину мечты, любимую работу, вторую половинку. Важно, чтобы ваши мечты несли позитивную энергию, как для вас, так и для Вселенной. Следующий шаг — представить все это от первого лица. Визуализируйте так, как будто это происходит с вами прямо сейчас, как будто вы уже живете этой жизнью. Не пугайтесь, если у вас получилось 20, 30 или даже больше желаний. Начните с визуализации нескольких самых важных. Этого вполне достаточно. Ваше подсознание само выделит приоритеты и будет хранить их в памяти, даже если ваше сознание о них забудет. А теперь перейдем к двум волшебным словам. Доктор Джозеф Мерфи, автор бестселлера «Сила подсознания», предлагает практиковать чтение двух слов, связанных с вашим самым заветным желанием. Например, если вы мечтаете о богатстве, повторяйте слова «богатство» и «изобилие». Вы можете выбрать любые слова, которые резонируют с вашей целью. Главное, чтобы они были связаны с вашими двумя самыми главными желаниями. Запишите их в свой блокнот. Эти слова обладают невероятной силой. Ваше подсознание запомнит их, потому что вы вложили в них всю свою энергию и самые важные желания. Повторяйте эти слова, пока не погрузитесь в сон. Произнесите свои желания, визуализируйте их, а затем повторяйте два заветных слова как мантру, убаюкивая себя ими перед сном. Если вы будете следовать этой формуле, вы сможете разорвать оковы, которые мешают вам двигаться вперед. Ключ к успеху в постоянстве. Уже через несколько недель вы начнете замечать перемены. Уделяйте себе 5 минут перед сном. Поразмышляйте о своих желаниях, о планах на завтра, о том, что бы вы хотели изменить в своей жизни. Это поможет вам сделать еще один шаг навстречу мечте и стать более организованными. Помните, все мы созданы равными, а наши мечты безграничны. У вас есть все, чтобы создать свою собственную реальность. Действуйте прямо сейчас и будьте благодарны за каждый прожитый день. Не сомневайтесь в себе, верьте в свои силы, будьте благодарны, упорно трудитесь, и тогда ничто не сможет вас остановить на пути к мечте. И обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые работающие техники исполнения желаний и привлечения изобилия.